Привет, это Технозон, и сегодня мы с вами реализуем вывод экрана вашего компьютера на сертифицированные устройства типа Mi Cool, Mi Box, Nvidia Shield TV, вернее на те устройства, которые поддерживают Google Chromecast. У меня было недавно буквально видео, где я выводил на устройство Miracast экран вашего компьютера. Там можно было сделать его в виде беспроводного монитора, но на Google Cast таким образом оно не выводит. Так вот, в этом выпуске мы с вами разберем, как это сделать. Благодаря одному из своих подписчиков, который подсказал метод, огромное ему спасибо. Я думаю, что он смотрит это видео и знает, о ком я говорю. Благодаря одному из моих подписчиков мы это тоже реализовали. Честно говоря, не было времени разбираться, как это делать самому, поэтому вот очень огромное спасибо. Для этого нам понадобится Google Chrome, установленный в ваш компьютер. Нам понадобится сертифицированное устройство на Android TV. В частности, мы будем это использовать на Mi Cool KM3. И все. И все, это все, что вам нужно. Мы просто сделаем трансляцию на доступное устройство с сертификацией Google. Но и с помощью данной фичи вы можете выводить не просто экран вашего компьютера. Так как при выводе экрана вашего компьютера есть небольшая задержка, а посмотреть качественный контент через трансляцию все-таки хочется, то, например, вы можете вывести YouTube, и он будет использовать его в режиме Chromecast и воспроизводить в самом YouTube. Это прикольно, и он будет его воспроизводить в полном качестве. Мы с вами это все посмотрим, как это делается. Советую досмотреть видео до конца. Оно немножечко сумбурное, потому что я буду разбираться вместе с вами в процессе съемки этого видео. Но перед тем, как мы с вами перейдем к реализации этого вопроса, хочу напомнить вам, что у нас на канале разыгрывается огромное количество призов и подарков. На момент съемки этого видео это крутая игровая видеокарта, плюс 3 Yugus AM6. Все условия в описании под видео. Ну, а если вам до сих пор не на что еще транслировать экран вашего компьютера, то там же в описании под видео лежит огромное количество сертифицированных Android TV приставок, которые мы обозревали и которые мы рекомендуем. Поэтому переходим, смотрим, все очень интересно и достойно. Ну а также не забываем нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие интереснейшие видео. Настроек, модификаций, программ, Smart TV боксов, еще очень много всего интересного будет у нас на канале. Ну и не забываем про наши соцсети там же внизу в описании под видео. Но сейчас я говорю вам халабанга, ребята, это же Бубльгум, поехали! Итак, мы видим экран моего компьютера, в маленьком окошке у нас есть Mi Cool KM3, все действительно очень просто. Вам просто нужен Google Chrome, вот у меня вот он установлен в принципе. Выбираем Google Chrome. Нажимаем на 3 точки, вообще сегодня будет очень короткое видео. Так вот, здесь мы нажимаем 3 точки, нажимаем трансляция, у нас появился KM3, тут у меня еще не удавшаяся прошлая трансляция, я ее просто прервал. Выбираем источники трансляции содержимого рабочего стола, обязательно. И нажимаем вот KM3, идет подключение. Он просит открыть доступ к экрану, потому что нам нужно весь экран транслировать, весь рабочий стол. Выбираем, просто-напросто клацаем на экран, у нас главное, чтобы стояла галочка «Общий доступ к аудио». Если вы хотите выводить туда аудио, я не буду туда выводить аудио, мне не нужно это, я буду на компьютере слушать аудио. И нажимаем «Поделиться». У вас, вы видите, у нас на маленьком экране появился KM3, уже там появилось все. Кстати, там мой рекордер даже отображается. Мы можем свернуть, все отлично работает. Правда, в случае с Chromecast это может быть задержка небольшая, хотя давайте с вами проверим. Но, в принципе, вы можете туда тоже транслировать отлично свой экран компьютера. Можем проверить на играх, хотя все тоже зависит от скорости сети, которую вы используете. У меня 5 ГГц, при этом у меня роутер стандарта AC1900, и поэтому здесь как бы проблем с этим нет. Давайте попробуем поиграть в Hearthstone, например. Хотя да, задержки есть, но в принципе транслировать и показывать, например, какие-то презентации, какие-то фотографии для друзей, для знакомых, либо посмотреть кино, правда, я так понимаю, что качество будет не ахти какое интересное, вы все-таки сможете. Давайте нажмем играть, посмотрим, как это. То есть в какие-то пошаговые игры можно поиграть, хотя я не думаю, что экшены пойдут. Все-таки Miracast технология в этом плане немножечко продвинутей. Добро пожаловать в мою таверну! Все услышали, да? Hearthstone. Хотя, вы знаете, в принципе, такое. Выиграете 2 матча воина. Да, ребят, задержка есть. Но вы действительно можете что-то транслировать. И, в принципе, у вас никаких вопросов не будет. Я закрываю свой Hearthstone. В принципе, играть я в него точно не буду. Что еще мы здесь можем? Мы здесь можем показывать фотографии. Давайте попробуем посмотреть какую-нибудь фотографию. Ну, либо презентации. Вот, например, фотографии из GoBiz. Я был там спикером. Я был
спикером по видеоконтенту монетизации YouTube. Достаточно интересное было выступление. Короче, все на самом деле работает. Поэтому вы можете этим пользоваться. Это очень удобно. Слушайте, такие фотки у меня прикольные есть. Это все очень удобно, но, опять же, повторюсь, это только лишь для устройств на базе Android TV платформы с оригинальным Chromecast, либо с Chromecast в виде отдельного устройства, которое есть, кстати, к сожалению, не у всех. Очень удобная штука. Для того, чтобы нам прервать трансляцию, у нас появляется вот здесь вот, кстати, в Google Chrome вот такая вот иконка трансляция. Мы можем ее просто-напросто прекратить, нажав на само устройство, на которое вы транслировали. И трансляция прекратится на моем КМ3 в частности. Поэтому, в принципе, все очень удобно. Вы можете выбрать файл для трансляции. Давайте выберем файл, попробуем, как это работает. Ну, например, какой-нибудь один из моих устройств, обзоров. Это, кстати, будет видеотрансляция. То есть попробуем видеотрансляцию. Ой, слушайте, ну качество, конечно, не ахти, конечно. Ну и что? Ну, запустил он. Где источник, где файл? Ага, файл для трансляции. Выберем файл. Или он не поддерживает видеофайлы? Ну, такая себе технология, конечно. Опять прекратим. Давайте выберем опять файл. Нет, он транслирует что-то одно определенное. Если кто разберется с файлами, милости прошу к нашему шалашу в комментарии, мне будет интересно. Также можно транслировать только лишь содержимое вкладки. В принципе, удобная штука, если вам нужно поставить какой-то график, там, например, слежения за какими-нибудь биржевыми индикаторами и выводить это на свой телевизор, либо на приставку, да, и смотреть, как у вас там пляшут эти графики. Именно на одной вкладке. Вы просто свернете Google Chrome, будете работать, и все это будет отлично выглядеть. Давайте попробуем, кстати, вот это вот будет интересно. Включим, например, YouTube, какое-нибудь одно из моих видео, и... Воу-воу-воу, ты слишком я громко... Слишком я громко начал говорить. Нажимаем на трансляцию. Трансляция содержимого вкладки. Нажимаем на КМ3. Он сейчас будет транслировать конкретно. Он YouTube транслирует в данном случае. Вот это, кстати, слушайте, опция-то прикольная. Трансляция YouTube, это, блин, круто. Вот вы транслируете YouTube с помощью вкладки. Вы можете свернуть, смотреть ютубчик на телевизоре. И, кстати, качество там идет, ну, реально крутое. Это действительно прикольно, слушайте. Вот YouTube можно посмотреть. Отлично. С YouTube проблем нет. Так, попробуем что-нибудь кроме YouTube. Давайте остановим трансляцию, прекратим трансляцию. Это было с YouTube. Давайте попробуем, ну, какой-нибудь сайт новостей. Давайте попробуем. Тоже трансляция содержимого вкладки. Вот он транслирует мою вкладку. Мы можем здесь свернуть на компьютере. Там будет это все транслироваться. А мы можем продолжать с вами работать и играть, например, в NVIDIA GeForce Now. Не, шучу на самом деле. Но это удобно. Это действительно удобно. Если вы можете заниматься какими-то делами, транслировать туда YouTube, транслировать туда, допустим, экран вашего компьютера, почему бы нет? В общем, давайте выходить, уже резюмировать это видео. Оно получилось немного сумбурное, потому что я разбирался с вами вместе в процессе, но это достаточно круто. На самом деле, это удобная опция, хотя у нее есть достаточно ощутимые задержки в плане синхронизации полного экрана, но вот YouTube выводится в шикарном качестве. Мне это очень сильно понравилось. Вы можете транслировать YouTube, вы можете транслировать рабочий стол, вы можете транслировать отдельную вкладку. Отличная штука. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.